Когда мы говорим об изначальной субстанции, мы говорим как о полном неведении, так и о безусловной любви? По аналогии, изначальная субстанция, как зародыш вечный, в котором в латентном состоянии находятся все свойства и способности, значит, в своей абсолютности сознания. Неведение, как свойство и следствие, проявление сознания, при дифференциации есть иллюзия и майя, а закон законов и есть любовь безусловная. Когда мы говорим об изначальной субстанции, мы говорим об изначальной субстанции. Первое преображение пространства в субстанцию – это то качество, которое будет иметь силу и возможность проявлять части единого беспредельного. И первое проявление – это любовь. Когда Матрипадма становится восприимчива к отпечаткам божественной мысли, она способна понимать? Матрипадма – матерь Логос, чрево природы. Ее готовность к принятию луча вызвана необходимостью, а не пониманием, ибо его нет в нашем представлении этого термина. Необходимость – закон магнита, притяжения и отталкивания. Это суть явления закона, как эволюции. Когда Матрипадма становится восприимчива к опечаткам божественной мысли или фахатическим опечаткам, значит, она находится в состоянии равновесия. Это условие проявления разума. Мощь в корне растения говорит о силе реализации. Это то, что человечество имеет в своем потенциале. Мощь, которая находится в корне растения, сила созидающая, как способность творческой мощи созидать, ибо это мощь демиурга нумена всех вещей. Корень или причина. Мощь причины в ее беспричинном явлении, зерна духа, вечном и непреложном, как закон. Человечество имеет в своем потенциале божественную мысль или проявление фахатической мощи Творца. К какому аспекту можно отнести высший астральный свет или анима мунди, который, как я понимаю, находится и существует в своей потенциальности? К аспекту единой недифференцированной материи или к одному из планов дифференциации? Высший астральный свет, суть анима мунди, о семи покровах, находится в своей потенциальности, состоянии латентности, на плане духа вне форм. Если говорить о калачакре, то в созвездии Тельца. Высший астрал, если мы по аналогии соотнесем с человеком, выражен его эго, а низший астрал или астральный свет – эгоизм и самость. Единая недифференцированная материя не есть аспект чего-либо. Она есть состояние единства всего сущего и несущего. Ее проявление или обличение формой проходит как дифференциация через все планы бытия. Высший астральный свет, как и тело Нирманакая, это внутреннее тело, не связанное ни с пространством, ни временем, никакими другими ограничениями. Если только в достигнутом равновесии Матрипадма становится восприимчивой к фахатическим опечаткам, то как разовьется потом равновесие Матрипадмы, когда это состояние изменится? Необходимостью вечного дыхания при вздохе для выдоха. Состояние Матрипадмы разовьется, когда сердце Матрипадмы раскроется, и оно начнет давать свет или жизненную силу, творческую разумную мощь всем последующим проявлениям. Зародыш, который вечен, это дух? Духовная сущность субстанции вечна. Дух – материя вечна. И в этом смысле дух вечен. Дух – это непрекращающееся движение света, имеющего высочайшую чистоту и скорость.
Он имеет силу приобретать любую форму материи. А зародыш – это причина и духа, и материи. Низвержение луча, как 3 в 4, можно соотнести с зарождением человека? По аналогии, так и есть, ибо Вселенная – суть человек. Они едины. Когда проявляется человеческий принцип, а он есть мыслитель, то возникает способность проявить вселенскую мысль из ее идеального нумена в феномен. Когда-нибудь все, что угодно, можно соотнести с человеком, ибо человек вмещает в себя все. Но чтобы иметь понимание построения Вселенной, которая есть прообраз человечества, необходимо свое воображение и интуицию очистить от формы. И тогда придет истинное понимание символизма. Это внутреннее понимание. И тогда можно соотнести высшие символы с формой человека, как вверху, так и внизу, но не наоборот. А кто низвергает луч, как 3 в 4, в недра Майи? Закон законов, вечного дыхания в своей необходимости космического разума, сон и множеств коллективного побуждения созидающих сил. Низвержение луча, как 3 в 4, это сила единения 3 высших начал. Меня впечатлила мысль, что 4-е состояние зародыша – это тело ауры Вселенной. Аура Вселенной меняется, и связана ли она с аурой человека? Аура Вселенной есть мысль вселенская. Человек – осмыслитель этой мысли, и носитель ее имеет ту же ауру в ее потенциальности. Тем и связь выражается ежесекундно. Аура Вселенной меняется, и аура человека зависит от внутреннего состояния человека. И если человек очистился настолько, чтобы иметь связь со Вселенной, то аура становится единой. 4-е состояние зародыша или аура из-за первой семеричности своего проявления имеет белый или прозрачный цвет. Так и аура человека, когда он чистый, она приближается к 4-му состоянию зародыша. Это состояние каноном Господа твоим. Это видение в каждом человеке первопричины 4-го состояния зародыша или тела. Поэтому важно открыть сердце. И сейчас в 4-м круге эволюции можно это сделать. Открытие 4-го состояния зародыша, который дает тело ауры, это будущее сердце. Оказывается, есть земной и небесный Адам-Кадмон. А чем они отличаются? Адам-Кадмон имеет свою проекцию, как идею, и соответствует андрогину. А земной Адам-Кадмон – символ человека, выраженного в принципе мужского и женского начала. Когда достигается освобождение от земных привязанностей или желаний, то входит в состояние андрогина, ибо небесный человек или Адам-Кадмон тогда имеет свое проявление. Небесный Адам-Кадмон есть причина земного Адама-Кадмона. Как первый свет есть отражение абсолютного света. Он дает корреляцию и импульс, и появляется первооснова – Кадмон, который есть единое состояние небесного Адама-Кадмона, который соответствует 3 высшим телам сознания человека, и земного Адама-Кадмона, который соответствует 4 низшим телам сознания человека. А соединение этих тел дает семеричность, которая преодолевает великую пустоту. То есть при соединении 7 тел является истинное сознание человека или духовное сознание, ибо преодолеть пустоту может только дух. Не совсем понятно, почему древо Сефирот растет наоборот. Корни вверху, а листья внизу.
ибо Вселенная эволюционирует от единого к частному. И в силу этого мысль есть корень, а следствие ее ствол, фахат, листья – формы сознания, плоды – знания, сознания или осознания. Потому что сефироты – это силы высшие, а не низшие. И поэтому корень в этом случае есть причина. А причина проявления всего – это план прообразов. А последующее проявление – это все ниже лежащие планы. Ведь божество проявляется через 10 сефирот. Почему Эйн Соф не может быть творцом и даже формировщиком? Значит ли это, что человечество лишено самого высокого духа? Эйн Соф – беспредельный и безграничный абсолютный божественный принцип, безличный и непостижимый. Буквально это означает «ничто», ничто из того, что может быть соотнесено с чем-либо другим. Он соответствует Парабраману. Парабрама – за пределами Брамы, верховный, беспредельный Брахма, абсолют, реальность, лишенная атрибутов, не имеющий себе подобных, безличный и безымянный всемирный принцип. Эйн Соф, как высший свет, не может быть творцом и формировщиком, а только его аспекты или отражения могут иметь действие в форме проявления творящей мысли или в дальнейшем становиться формировщиками. Тогда, когда преодолеет пустоту. Эйн Соф, как сам дух божества, который уже преодолел эту пустоту. Он есть сокрытое единство, не имеющее бытия, до тех пор, пока Абсолют пребывает внутри вечности или Парабрахмана. Поэтому Эйн Соф не может быть творцом или даже формировщиком Вселенной. Потому Эйн Соф есть также тьма, неизменно бесконечная и абсолютно беспредельная. Оно не может ни желать, ни думать, ни действовать. Оно для этого должно стать конечным, и оно достигает этого посредством своего луча, проникающего в мировое яйцо или бесконечное пространство, и исходит из него как конечный Бог. Но только тогда, когда наступает срок, и абсолютная воля, естественно, распространяет эту силу. Ведь Эйн Соф не может быть ни постигнут, ни иметь определенного места, хотя и есть он беспричинная причина всего. И так как Эйн Соф неведомое и непознаваемое не могло быть проявлено, то оно представлено как выявляющее проявленные силы. Что это значит? Это значит, что человеческий разум должен и может иметь дело лишь с его эманациями. Измерение человека в числах, представленное на семинаре, показывает, что число – это божественное что-то, а сама наука, математика, тоже божественная. Вначале посмотрим, что же такое число. Числа есть причины, силы и принципы. Математика – одна из самых точных наук. И в этом смысле она позволяет подойти к реальности бытия, доходя до небытия. Их перечисление или дифференциация исчисляется в цифрах как следствие, и что следствие являют в свою очередь новые причины, которые мы называем судьбою или кармой, порождением перечислений согласно процессу развития сознаний через преодоление дифференциации, сложение двух противоположностей, а также умножение и вычисление. «Бог – это геометр», – сказал Пифагор. Геометр или символ числа. Математика – это форма числа. То есть цифры – это внешняя форма, а число – это внутренняя форма цифры. Оказывается, треугольник Пифагора можно представить как всю структуру построения Вселенной. Получается, что символы раскрывают тайны? Символы не раскрывают тайны. Они как двери, через знание которых мы имеем ключ к этой двери. Дверь остается для профанов,
закрыты невежеством. Ключ лежит под покровом матери мира, Майи. Треугольник Пифагора и есть структура построения Вселенной. Это божественная геометрия. Раскрывают ли символы тайны? Символы охраняют тайны до времени, пока сознание каждого не станет индивидуальным и не заимеет способность проникать и раскрывать внутреннюю тайну собственного духа. Если свет – это знание высшей правды, то как почувствовать, что мы не ошибаемся в том, что знаем? Сердце подскажет чувство знания. Правда высшая ощущается, и выражение не требуется. Ты просто знаешь, поэтому, что знаешь. Священное чувство справедливости, как проявление совести. Знания высшей правды, когда касаются нашего высшего эго, то свет имеет силу проявления. Но пока наши чувства ограничены, мы не узнаем высшей правды. Как только чувства станут безграничны, а это возможно только тогда, когда откроется сердце и станет возможным расширение сознания до беспредельности, тогда высшее эго узнает эту высшую правду, и тогда оно сможет пропускать через себя высший астральный свет. Ведь свет и разум идентичны, и когда проявляется этот свет или сердце становится разумным, оно становится сердцем Бога.